Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как лечить отит у собак. Отит бывает внутренний, средний и наружный. Наружный отит у собак встречается чаще всего. Бывают иногда отиты внутреннего и среднего уха, но, к счастью, они бывают достаточно редко. В основном это наружные отиты, когда воспаляется наружный слуховой проход. В свою очередь, наружный отит может быть острым или хроническим. Кстати, наружный слуховой проход – это особая часть кожного покрова. Поэтому наружный отит является одним из признаков заболевания кожи. Симптомы отита могут быть следующими. Собака активно потряхивает головой, чешет ухо воспалено, могут наблюдаться расчесы. Содержимое слухового прохода имеет очень неприятный гнилостный запах. Ухо на ощупь может быть горячим при осмотре, заметны покраснение или отек. Могут быть выделения из уха, от почти прозрачных до гнойных. Если отит острый и гнойный, то может ухудшиться и общее состояние собаки. Собака при этом угнетена, вялая. Также у собаки может быть аппетит снижен. Температура тела в таких случаях, как правило, тоже повышается. Это основные симптомы. Есть еще и другие симптомы, но это основные. Я думаю, что и этих симптомов достаточно, чтобы без особого труда понять, что у собаки отит. Важно понять, почему у собаки возник отит. Ведь воспаление у собак не возникает сами по себе. Возникновению отита способствует много факторов. Это и переохлаждение, и ослабление иммунитета, и загрязнение слухового прохода серой, пылью и грязью. И если эти факторы подействовали, то сразу же в слуховом проходе активизируются всевозможные бактерии и грибки. В принципе, они там были и до возникновения симптомов отита, но они себя никак не проявляли. А проявились только тогда, когда ослаб иммунитет. Кстати, сера, которая вырабатывается в ушах, тоже имеет защитную функцию. Благодаря ей происходит самоочищение уха. Так называемая сера – это секрет церуминовых желез. В норме серы вырабатывается немного, но этого количества достаточно для нормального функционирования слухового прохода. И если слуховой проход чем-то травмировать или возникает его воспаление, то серы сразу вырабатывается намного больше. Организм как бы пытается защититься от неблагоприятных факторов. И на начальном этапе это так и работает. Если процесс усугубляется, то серы становится переизбыток, и она уже сама способствует более быстрому развитию отита. Потому что сера становится питательным субстратом и для бактерий, и для грибков. Причиной возникновения отита у собак могут быть наличие паразитов в ухе, например, отодектоз, демодекоз и саркоптоз. Достаточно часто отит у собак может быть следствием аллергии. Например, симптомами отита может проявляться аллергия на корм или какая-то другая непереносимость химических веществ, например. В принципе, причин для возникновения отита тоже очень много. Но основные причины – это нарушение нормального состояния наружного слухового прохода в результате переохлаждения, попадания внутрь слухового прохода воды или каких-то других инородных предметов. К другим основным причинам возникновения отитов я бы отнес аллергию и паразитарные заболевания. Поэтому если возник отит, то в первую очередь исключают именно эти причины. И еще момент. При возникновении отита всегда в наружном проходе есть бактерии и грибки. Без установления причины отита его невозможно вылечить. Можно только залечить. Например, у собаки есть симптомы отита, которые возникли в результате аллергии, например, аллергии на корм. Мы можем применить препараты, которые снимут боль и воспаление, но в результате такого лечения эффект будет кратковременным. На какое-то время собаке станет легче, но потом эти симптомы возобновятся, и лечить их уже будет сложнее. Вернее, не лечить, а опять снимать эти же симптомы. И сколько бы мы ни снимали симптомы без устранения причины, то эффект будет кратковременным. Если просто снимать только симптомы, а причину не устранять, то симптомы будут возникать снова и снова, но уже в более тяжелой форме. Промедление с установлением причины отита влечет за собой развитие других поддерживающих отит факторов. Это чем-то похоже на многоуровневую компьютерную игру, где каждый уровень уже более сложный. Поэтому успех лечения в первую очередь зависит от установления причины отита. Как обычно происходит лечение отита?
Если собаке поставлен отит, то прежде чем приступить к лечению, сначала необходимо очистить наружный слуховой проход. Потом применяют капли. Капли могут быть разные по своему составу. Одни могут содержать только антибиотик, например, капли Атофа в своем составе содержат антибиотик рифамицин. Другие капли в своем составе содержат антибиотики в сочетании с глюкокортикоидами. К таким каплям относятся, например, отибиовин и софрадекс. Очень многие современные капли в своем составе содержат три основных компонента. Первый компонент – это топикальные глюкокортикоиды, которые снимают воспаление, снижают зуд и боль. Второй компонент – это антибиотики, которые борются с микрофлорой. И третья составляющая капель – это противогрибковый компонент. К таким каплям относятся суролан, кадибиотик, ауризон, отоспектрин, мометамакс, изотик. Кстати, ассортимент трехкомпонентных капель становится все больше. Также в арсенале ветврачей уже появились капли, которые наряду с этими тремя компонентами содержат еще и противопаразитарный компонент. Это анандин и аурикан. Четырехкомпонентные капли позволяют устранять подавляющее большинство отитов. Кроме отитов, которые вызваны аллергией, естественно. Если у собаки причиной отита есть аллергия, то симптомы снимутся, но только на некоторое время. Как показывает практика, большинство острых отитов у собак вызывается на фоне снижения иммунитета, например, при переохлаждении. В таких случаях очень хорошо помогают капли, которые в своем составе содержат антибактериальный компонент и глюкокортикоид. Такие капли обладают антибактериальным и противовоспалительным действием, например, софрадекс и отибиовин. То, что я перечислил, это примеры готовых капель. Есть еще и самодельные капли. Кстати, ветеринарные врачи любят применять самодельные капли. Они позволяют более точно воздействовать на патологический процесс с минимальными побочными воздействиями. Стоимость готовых капель, кстати, намного выше, чем стоимость самодельных капель. При назначении капель в первую очередь надо руководствоваться здравым смыслом. Например, зачем использовать четырехкомпонентные капли, если можно обойтись каплями гентамицина или энрофлоксацина? А то и вовсе применить борный спирт, который прекрасно работает на определенных стадиях отита. Только опыт и знание ветврача подсказывает, что надо применять в том или ином случае. Тут играет роль и анамнез, и запах, и цвет содержимого наружного прохода. Да, все имеет значение. Для тех, кто живет далеко от ветеринарной клиники и не может быстро получить квалифицированную ветеринарную помощь, я бы советовал следующее. При возникновении острого отита у собаки сначала очистите наружный слуховой проход. Это важно, это очень важно. О том, как правильно чистить наружный слуховой проход, я об этом расскажу в одном из своих последующих роликов. Потом закапайте в ухо капли. Лучше двухкомпонентные, типа софрадекс или отибиовин. Легче собаке должно стать буквально в течение нескольких часов. Полностью отит проходит в течение недели-двух. Самолечением заниматься не рекомендую. Лучше это проводить под наблюдением ветеринарного врача. Ну вот, пожалуй, и все тезисно о лечении отитов у собак. А пока на этом все. Берегите своих собак и заботьтесь об их здоровье. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!